Я, кстати, Шаламова прочитала стихотворение Шаламова, которое вы советовали. И было интересно у вас спросить, а для вас поэзия и философия в чем-то похожи? Ну, как... Ну, вот они похожи. Вот я могу сослаться на строчку из стихотворения немецкого поэта Гёльдерлина, который говорит о них как о двух вершинах, которые друг с другом могут перекликаться, но их разделяет долина, и очень глубокая долина. То есть они перекликаются, они друг друга что-то узнают, но между ними долина. Поэтому смешивать их не стоит. То есть заменять философию поэзии, а поэзию философии не стоит. А тем не менее, в каком-то плане, в каком-то отношении они очень близки. Потому что это вопрос о соотношении философии и поэзии сразу очень такой глубокий, гораздо глубже, чем философия и наука, философия и религия там, и так далее. Потому что они действительно близки там, где не всякий увидит их присутствие. В каких-то началах. Поэзия в своем истоке, в своем средоточии, как это не только, то есть то, что сочиняет поэт, он сочиняет, вот любой поэт, любой серьезный, хороший поэт вам скажет, что не я пишу стихи. Стихи, как повесть, пишут меня, а жизнь ход лишь повторяет их. Это я процитировал грузинского поэта. Фамилию забыл. Вы меня выбачьте, будь ласка, потому что возраст у меня такой, что память плохо работает, поэтому какие-то мысли, они держатся. А вот фамилии, даты, это все, выбачьте, я могу забывать. Вот я забыл фамилию этого поэта, это стыдно. Не я пишу стихи, они как поезд пишут меня, и жизнь ход лишь повторяет их. Что стих? Обвал снегов. Дохнет и с места сдышит. И заживо схоронит. Вот что стих. Но, то есть, это значит, любой поэт вам скажет, что я пишу под диктовку, но чего, речи. Нет музы там, ладно, речи. Я весь пропитан языком. Поэзия – это некоторый эффект языка. И поэт тут только слушатель. Помимо его собственных тем, его собственных… Они вместе одеваются, его собственные темы, и то, что диктует язык. Язык в своих истоках. Вот замечательный украинский лингвист и филолог Потебня, он говорил, что слово, каждое слово в своем истоке, поскольку в нем имеются какие-то внутренние формы, этимология, семантическая очень многозначность, это уже поэма. Каждое слово – это маленькая поэма, это Потебня. Вот, и это что значит? Поэзия слушает речь, язык в ее самом начале, там, где произносится первое слово, где ничего нету. Я говорю такими загадочными словами, но я уверен, что поэты, настоящие поэты, они вам примерно что-то такое же скажут. Я уверен. Я почему уверен? Потому что я читал в этом у Мандельштама, я читал у поэтов Пастернака и так далее. Это что? Это значит, что вот поэзия – это слух речи в ее самом первоначале, в том, как она первое слово. То же самое делает философия относительно мысли, относительно понимания. Это первоначало понимания.
Вот тут они перекликаются, но не сходятся, они совершенно по-разному туда приходят и по-разному этим занимаются. Но перекликаются они вот этим самым существованием при начале. Понимаете? Вот я не знаю, сколько это выразительно прозвучало, но вот в этом отношении они близки. Вот философ, вот великий философ Платон определял, несколько раз об этом и говорит, мышление, как-то просто мышление, как разговор души с самой собой, молчаливый разговор души с самой собой. О чем ты размышляешь? Когда мы говорим по-мюркувате треба, ну, значит, ты разговариваешь с самим собой молча. Потом приходишь к какому-то выводу и высказываешь. Так вот, это вот разговор с самим собой протекает не так, как речь, которую ты высказываешь. Это называется внутренняя речь, и она, если вы немножко присмотритесь к тому, что происходит, когда вы сидите и размышляете, то вы увидите, что там вы не строите длинных фраз, вы не строите такую повесть. Все перекликается уже потому, что вы понимаете, о чем речь идет с первого слова. Так вот, это означает, что здесь в мышлении, как внутреннем процессе, мысль сгущается. Она сгущается. Вы понимаете, еще не развертывая слов. То же самое происходит в поэзии. Это сгущение мысли, это фраза Мандельштама. Сгущение, концентрация мысли очень плотно. Такая ядерная реакция, ну, не реакция, как ядерные силы в атоме сдерживают. Вот так вот речь по стихе, и то же самое мысль в философии, в неразвернутом виде. Потом из этого, вот это сравнение очень хорошее, ядерные силы и ядерное, излучение, да, излучение. Ядерные силы, они держат все в очень прочном, да, то для того, чтобы его расколоть, нужно очень большую энергию. Но там внутри процессы происходят, и время от времени, значит, излучаются. Есть радиоактивность, так называемая. Так вот, стихотворение, поэзия – это радиация вот этого сгущенного речи, сгущенного слова. А философия, радиация, это я тут придумал очень фантастический образ, радиация сгущенной мысли. То есть не всегда мысль и слово больше, чем то, что излучается. Вот. И поэтому философия развернутая – это очень развернутая мысль, но она воспринята в обратном, вместе с возвращением назад. Она вместе с возвращением к началу, переосмысление всего с самого начала. Вот. В поэзии не так, а в философии так. То есть я хочу сказать то, что сказал с самого начала. Они очень близки где-то, но они совершенно по-разному устроены и разным как бы заняты. Потому что поэзия, ее главное слово, сказанное кому-то, то есть общение, вот сфера существования поэзии, общение. А философия, конечно, общается, разговаривает, и так далее, но ее дело понимания. Понимание, что называется, объективное, то есть это тут не годится слово, но тем не менее, то есть то, что уже не я, не общение, а как оно есть. Это такое, как вы понимаете, это очень такими наколками обозначение, то, как я думаю. Вот понимание, да, вы сказали, это что-то похожее на причастность к чему-то, вот понимание в этом смысле? Видите ли, опять-таки, вот вам пример близости с поэзией. Философия слушает язык тоже. Есть философ Хайдеггер, который просто из этого сделал всю философию, как бы вслушиваясь в слова. Вот я тут воспользуюсь этим приемом. Я могу сказать, что вот слово «понимание» по-украински
Как? Разуміння. Разумение. А видите ли, а внимание по-украински? Увага, придание веса. Видите, вот есть корень понимания, внимания, как вы видите, корень один и тот же, да? Вот. Это корень нять, ять, обнять. Внимание, внимание – это принимание в себя того, что сообщается. Да? Внимание. Я внимателен, когда я слушаю то, что мне сообщается, и принимаю в себя. Иначе я не внимателен, а рассеян. Значит, это внимание, здесь же на этом же корне понимание, значит, это тоже какое-то обнятие, по-немецки «begreifen», это тоже схватывание. Значит, вот этот корень «нять», «ять», там корень вообще не это какой-то суффикс, нет, ну, в общем, это не корень «я», в смысле «ять». Есть церковнославянское слово «ять», я не знаю, как это. А вот в украинском он как-то не звучит, вот этот корень «я». Вот именно увага, да, внимание, что я маю на увазе, что я имею в виду. Вот. Это другой корень. Я не знаю, как на украинском есть ли вот этот корень «нять», «ять». Обнять, обіймати. Обійняти. Вот там надо искать. Вот. Но я не знаю, к сожалению. Но вот русский язык дает этот богатый очень куст на корне «я». И он говорит о том, что происходит, когда в философском понимании. То есть это такое внимание к тому, о чем думаешь, который как бы принимает в себя, но не поглощая, не усваивая, как мы обычно думаем, а одновременно усваивая и отстраняя, потому что я хочу иметь дело с тем, о чем я говорю, иметь с ним дело. Не присвоить, усвоить, поглотить, и тогда получится вот это слияние, ну, прочее вот чепуху, которую говорят на этот счет. Если слияние, то никакого понимания не произошло. Просто ты остался собой или ты изменился. А вот когда возникает такая вещь, что ты и принимаешь, и тут же другое ставишь, то возникает вот этот контакт как бы беседы, но уже интеллектуальный. Если ты думаешь, например, хотел сказать коте. Если мы думаем, я не знаю, о природе, то о каких-то природных процессах, то можно познавать их, познавать. Эта наука занимается познанием. Познать – это значит тоже овладеть, и овладеть как инструментом. Вот. А здесь, философ нет. Философ, он понимает нечто таким образом, что это нечто оставляет им самим. Понимаете, вот это значит понять на философский лад. Так что это то, что я понимаю, остается. Я могу с ним как бы продолжать взаимодействовать. Вот понимать, отнимать, внимать и так далее на этом корне. Отстраняться. Отстраняться – это теория. По-гречески теория. Да, это зрелище. Отстраненное зрелище. Теоретическая мысль, она отстраняет. Она, об'єктивно, як ми говоримо. Є два шляхи любові. Коли просто наближаєшся, і коли наближаєшся, віддаляючись. Вот, но вот это вот просто пример того, что объективная мысль – это то, что присваивает, усваивает, да, объективно я знаю, а вместе с тем объективно это значит не я, а вот тот объект, то, что другое. Вот этот момент другого, он все больше и больше, если нагнетать его, получится то, что Кант назвал вещь в себе,
То есть настолько уже другое, что вообще в себе, они для меня. И мое понимание этого в себе только деталь, только аспект того, что я понял в нем. А он остается. Вот что значит развлечение кантовское: вещь в себе и вещи для нас. Да, вот вещь открывается, разумеется, она ничего не скрывает, открывается, но в той мере, в какой я умею ее раскрыть. А в ней остается то, что минует это раскрытие. Она другая еще. Поэтому кантовское понимание вещи означает понимание того, что вещь не есть то, что ты в ней понял. И это называется вещь о себе. Не то, что вот есть познание, она непознаваемая. Нет, она не непознаваемая, она тебе открылась, пожалуйста. Но вместе с тем сразу же говорится, что она есть еще что-то другое, еще что-то большее, что в твоем способе раскрытия не раскрылось. Я надто довго був самим собою, не через якісь сумніви, а через те, що все на світі має бути саме собою. І не помітив, як одна петля заплуталась і затягла іншу. Вузол в тому місці потемнів, поважчав, і тепер тягне всю сіть мого життя. То есть тут возникает между нами разговор такой, контакт. Я могу следующим шагом постараться изменить способ своего раскрытия вещи. Изменить. Да, она существо открытое, но только она отвечает. Она сама не открывается, ей совершенно наплевать, есть тут люди или нет. Но если люди к ним подходят, каким-то образом, значит, начинают ее исследовать, она открывается в той мере, в какой это исследование, да, действительно касается ее. Бывает, что не касается вообще. Раскрывается, но в ней, но тут же она говорит, что я еще что-то другое. Этому способу раскрыть недоступное. Вот этому, не вообще как таковая, а вот этому способу. Поменяй способ, я тебе раскрою с другой стороны. Вот. Ну, это тут много всего можно, конечно, говорить. Да, это, по-моему, у Гёрдерлина фраза такая есть, что «мы – суть разговор». Ну, да, так это самое, ну, вот я говорю, Платон определяет мысль как разговор с самим собой. Да, это самое распространенное, можно сказать, как это, средоточие, нет, стержень всей философии – это, по-немецки говорят, «Zwiesprache», то есть диалогичность, разговорность, диалогичность, а вовсе не монологические системы. Это всего лишь высказывание, а вовсе не философия. Это вот излучение, а не внутренние эти ядерные силы. Я уже рассказывал приобретение этих. О, добротолюбие, да. Я сейчас расскажу. Еще с 1800, да, какого-то года? Да, в том-то и дело. Еще это уже другое. Да получится, что я через религиозные книги. Сейчас расскажу тоже. Это вся история. Это первое. Мне прежде всего надо рассказать не о самых моих там любимых книжках, а о том, как книги приобретались в свое время. Когда я жил, и книг вообще никаких не было, кроме таких официальных. А если и были, то они вот это удивительным образом существовала такая система доступа к книгам. То есть я уже работал в институте Академии наук, при Академии наук. Институт истории и науки при Академии наук.
И поскольку это при Академии наук, то я мог получить доступ к книгам, которые широкого доступа не имели. Тут было так. Во-первых, выпускались такие книги под названием «Для научных библиотек». Вот. Вот, смотрите, тут гриф. Что тут написано? Для научных библиотек. Вот. О, Wittgenstein. Прикольно. Вот. Для научных библиотек. Это значит, что эта книга в продажу не поступала, а каким-то образом распределялась между... Вот я мог ее получить. Вот. Потом были книги... Вы знаете, это вот книга, она написана такими вот как бы афоризмами. Один, и тут такие предложения, отрывочные предложения. И это логика такая. Ну да, выходит, можно одно предложение читать, потом... Вот именно. Это книга, которая, ну, как бы ее наизусть можно изучать. Хотя это логика, ну, такая формальная логика, и с одной стороны. С другой стороны, вот у нее есть своя поэтика. И поэтому доставать ее там было трудно очень, но мне вот удавалось время от времени. И это чрезвычайно важная книга. Не столько для даже вот как книга по логике, сколько как книга по такому экзистенциальному смыслу логики. Вот это странное соединение. Экзистенциальный смысл и формальная логика. Всегда это было прям противоположные вещи. А здесь они соединены. Wittgenstein вообще это фигура XX века очень показательная. Он был сыном богатых людей, инженер, и пошел добровольцем на Первую мировую войну. И вот его там жизнь, он служил на корабле, на котором прожектор, стоял прожектор, который высвечивал небо, потому что чтобы эти бомбардировщики сбивать, он должен был освещать. То есть он мог бы погибнуть в любой момент. И вот он там писал вот эту книгу. Вот. В общем, Wittgenstein – это один из для меня значимых философов. Повторяю, не столько по содержанию того, что он написал. Это логико-философский трактат. Он его написал, потом писал уже совершенно в другом жанре. Философские исследования называются. Это исследование слов, как в смысле их употребления. В общем, я не буду рассказывать, это особая статья. Он основоположник, один из основоположников того, что называется аналитическая философия там, но это гораздо более фундаментальная вещь. Это, значит, одно. Научные библиотеки. Потом были книги, которые можно было получить только по институтам на Академии наук.
подномерные и так далее. У меня они были многие. Потом были реферативные сборники. То есть все, поскольку книги иностранные не переводились, если переводились, то в очень ограниченном масштабе. И постольку, значит, сидели мои друзья, там ребята, и рефераты делали, рефераты их, и выпускались сборники этих рефератов, и мы знакомились с философией современной в обрывках вот этих, которые там цитировались и так далее. Но эти сборники тоже были только по спецсписки какие-то и так далее. Это, можно было достать уже на так называемом черном рынке, книжном. Прикольно. Вот. Это очень была развитая система черного рынка. Вот. И, вот это надо было много времени тратить, чтобы их добывать там на черном рынке. Вот. Потом был спецхран в институте, он назывался Институт общественных наук. Там был спецхран, то есть и ты должен получить от института запрос на разрешение работать в спецхране. Ты туда приходишь, и там тебе выдают книги, которые в общий читательный зал не выдают. Там было тоже несколько ступеней этой спец. Вот. То есть, понимаете, вот это ситуация доступа к книгам, просто к книгам, как и всего остального, кино и прочее. Это все, я это называю знакомство с мировой культурой через замочную скважину, через трещинку в сарае. Вот так вот мы знакомились. Вот. И вот это два оставшихся у меня, я их не отдам никому, экземпляра моих достижений в области черного рынка. Черный рынок выглядел по-разному. Там у нас была система букинистических магазинов, называлась, старых книг. И туда сдавали книги, там можно было купить. Это надо вот где смотреть. Оптина пустынь. Угу. Вот это вот надо. Это библиотека из Оптиной пустыни. Это монастырь. Знаменитый очень в русской литературе, потому что там были старцы, так называемые. Была в Русской Православной Церкви очень интересный способ существования, называлось старчество. Схимонахи? Да, монахи, они монахи, конечно, но это особые совершенно старцы, они как бы были относительно независимой институции, относительно независимой жизнью вели, и они славились тем, что к ним можно было прийти любому, даже светскому человеку, и поговорить. Ух ты. Вот если вы откроете роман Достоевского «Братья Карамазовы», то вы увидите там первая же глава, это вот эта беседа. Карамазовы сидят в этом монастыре, они пришли, значит, они сидят и беседуют с этим старцем, и вот его там премудрости. Так вот, в этой Оптиной пустыне была своя библиотека, и эту, конечно, я не с библиотеки украл, а на черном рынке. Купил на черном рынке. Вот. И это, конечно, была, наверное, раритет, да? Это раритет очень такой сильный.
Ну да, дорого. Может быть, я поменял что-то. Это, видите, 1800 какого года? 46-й, 1846. 1846 год. Вот видите, серединка 19 века. Вот, это очень интересная литература. Тоже такого рода, как вот эти старчества. То есть это высказывания ну вот первых монахов, первых IV века в Египте. Вот. Эти монахи, аскеты, которые сидели там в своих кельях, и они вот тоже отвечали на вопросы или ну, своих же коллег, ну не коллег, своих братьев своих. Вот, это очень интересно. Если бы я видел, я бы вам прочитал тут кое-что. Ну вот, а это вот еще одна книга, которую я, как бы сказать, купил путем обмана. Там, значит, букинистический магазин был устроен так, что там книги продавались, а кроме того, книги покупались. И вот туда, в эту покупку книг стояла очередь небольшая людей, которые продавали книги. Вот, значит, искусство чернокнижника было в том, чтобы он в этой очереди найти какую-нибудь старушку или старичка, у которой дома еще книги, познакомиться с ней и быть приглашенным домой. Вот я так, меня пригласила одна тетушка. Вот. И когда я пришел к ней, у меня не было книг много, когда я пришел к ней, у нее лежала вот эта книга. Вот. Тоже интересно, что там в библиотеке Ленина Библию взять было нельзя. Ну, то есть, опять специально. А вот такая вещь, которая круче Библии, она, пожалуйста, мне выдали ее в открытом доступе. Так вот, я понимал, что эта книга дорого стоит очень. Но там не было титула. Там не было титула. И я сказал, вот, видите, я бы купил, но титула нет. А я понимал, что сделать ксерокопию ничего не стоит. Вот. Ну, это 1877 год. Ну, да. Сейчас это все в открытом доступе, ну, то есть в интернете. Вообще интернет, вот, конечно, спасение. Вот. Хотя, с другой стороны, теряется шарм, когда... И да. Вот, и я сказал, что без титула эта книга ничего не стоит. Короче говоря, я купил ее примерно раз в 5 дешевле, чем она стоит. Вот. Ну, это вот относительно раритетов, которые мне достались. Вы рассказывали, что у вас нет философского образования, что вы не учились на философа в университете, и вы из химии как-то вот с вами, да, философия случилась. А можете рассказать про вот эту встречу, как это произошло? Вы знаете, моя встреча с философией – это чудо, которое мне говорит о том, что некоторым образом человек от природы, то есть каждый человек от своей природы к чему-то предназначен. Потому что в моем окружении, и тут вот надо было ярко обрисовать эту такую традиционную советскую семью, папа служащий, мама домашняя хозяйка, значит, философия считается, относится к партийной литературе, а партийная литература в интеллигентной семье считается уже начать нужно с того, что это очень сложно сразу
описать, что такое советский человек. Видите, я это упрощаю. Ну, не для меня. Я жил, когда я был и мальчиком, и юношей, это все было как бы, ну, вообще никаких проблем. Это такое, ну, вот то, что Орвелл называет двоемыслие, double thinking, это двоемыслие. То есть одно дело, что я знаю про себя, другое дело, что я должен знать вовне. Вот. И это два мира. Два мира. Про себя остается очень мало, только какие-то домашние дела, служебные дела. Ну, вот какая-то литература, очень мало литературы, потому что все тоже под цензурой. Например, Достоевский был запрещен до какого-то времени. Вообще, вот я рос во время хрущевской оттепели. Что такое хрущевская оттепель? Это после смерти Сталина и там всякой этой подковерной их грызни. Хрущев завоевал свою власть и произвел великое деяние, а именно критику Сталина, вот критику культа личности это называлось. То есть он открыл, что были лагеря, что людей сажали без сложным обвинением, то есть вообще ни за что сажали и так далее. Вот чуточку эта сторона в советской жизни была, в сталинской жизни была приоткрыта. И это, во-первых, а во-вторых, значит, стало что-то такое можно было печатать, там, что-то публиковать. Вот я, можно сказать, возник в 1956 году, буквально мне 16 лет. В 1956 году в Москве был международный фестиваль молодежи всех стран, международный. Это при том, что в Советском Союзе каждый иностранец, появившийся, во-первых, он под прожекторами эгипистов, и все его встречи, потом можно было этого человека советского, с которым он встречался, вызвать и значит, с ним беседу провести и так далее. А тут это, конечно, просто абсолютно неслыханно. Это ну, такое мгновенное действие, именно мгновенное, не долгосрочное, как, например, раскрытие ГУЛАГа там, и так далее, а мгновенное действие, которое просто как взрыв. Это действительно, Москва была практически вся перекрыта. По улицам и площадям ходила эта международная молодежь, которая ну, совершенно иначе жила в мире, чем мы. Там все эти ансамбли, джазы, певцы, то есть то, что вот мы подсматривали через замочные скважины, там где-то как-то ловили какие-то секунды, и вдруг это на протяжении недели, по-моему, если я не ошибаюсь, вот это вот все явилось нам, причем в форме молодежной, то есть открытой, раскрепощенной, все эти девицы с какими-то там набедренными повязками, как это, ну, как эти дикари, ну, неважно, танцуют, да, чернокожие, там все. Это просто полная фантастика. Все мы, ну, я 16 лет парень, ходила, так, бегал только из одного мероприятия в другое, тут джаз, тут какие-то танцы, тут еще что-то. Киноактеры, которые у нас были известны только на экранах, причем очень редких фильмов. Например, вот разрешили, чуть ли не первое, что разрешили, это индийские фильмы из Индии. И там был такой киноактер Радж Капур, который нас всех покорил фильмом под названием «Бродяга». Этого «Бродягу» я лично смотрел раз 5, наверное. Это было до.
А тут вот он, вот мы на Красной площади толпа этой молодежи, и вон Радж Капур, значит, вот я вам описываю просто это. Но это даже было не главное. Хотя вот этот ветер, что вообще все иное, все в мире, это иное. Не то, но гораздо более важное было совсем менее заметное явление, хотя тоже, вот в это же время. Вдруг нам устроили выставки там, культурной жизни, я не знаю, выставки французская выставка, не выставка, а, как это сказать, представлена жизнь Франции, культурная жизнь Франции, и американская. Значит, в американской там тебе было открыто, чуть ли, нет, конечно, покупали, но как водопровод, Кока-Кола. Там специально были поставлены какие-то Кока-Колы, которые выпущены, вот, и очереди стояли, значит. Но, опять-таки, даже в американской, американский стиль жизни, это такой вот, да. А французский стиль жизни, культурный, это совсем другое. Там, например, стояли такие кабинки, в кабинках там трубка, и в трубку французские поэты читали стихи. И вот там сидели старорежимные старушки наши, и слушали, и плакали. Они слушали там Гийома Аполлинера или еще кого-то. Кабинки были и вам поэзия французская, раз. Второе, вот тут я первый впрыскивание в меня философии. Первое. И они гении, что они устроили это. Во-первых, значит, книги выложенные. Я, конечно, французского не знал какого, книги выложены, но люди-то были, все еще как-то были, которые знали и французский и так далее. Значит, эти ребята совершенно гениальные, молодцы, чуткие люди. Они выкладывали книги на большие прилавки и уходили кофе пить. К вечеру книг не было. На утро они снова выкладывали книги и так далее. Но это ладно, я все равно не причастен. Но они сделали еще более важную вещь. Это время экзистенциализма. Сартр, всякие Камю и так далее. А это экзистенциалисты мастера афоризмов. И вот они выложили афоризмы тех же Камю, Бергсона, начиная с Бергсона, там, Камю, Габриэль Марсель, вот их, как это называется, ламинировали и выложили на прилавке «Читай», дескать. Я 2 раза был на этой выставке. Первый раз я обалдея читал это. «Человек есть бесполезная страсть». Это Сартр. Мир не имеет смысла, и ты должен этот смысл ему придать. Это, по-моему, Камю или еще что-то. И так далее. Такие вот сильные... Любовь – это воспроизведение другого человека в качестве условия твоей собственной свободы. Все, как прочитал это все, заглотал это, и все, это уже тебя там живет и думает за тебя. Значит, я пришел на 2-й день туда с толстой книжкой, и все почти эти афоризмы переписал себе в книжку. И вы понимаете, что афоризм – это действительно такая вещь, которая постоянно излучает что-то, такая вот сжатая. Вот. И это вот было первое впрыскивание философии. Я вдруг ощутил, что такое философия. Вот. И следующий шаг – это, во-первых, если продолжать эту вот оттепельную тему, публикация в журнале «Новый мир», публикация воспоминаний Ильи Эренбурга под названием «Люди, годы жизни». Он впервые нам рассказал, нас посвятил в мир, не просто, как это знать из книжки, а посвятил в мир. Он оттуда сам.
мир Серебряного века, так называемого нашего. Вот все это Цветаевы, Ахматовы, там Зинаида Кипас и прочее, все, он как живых их описывал, как будто он с ними, ну, со многими он был знаком. Он же был выездной у нас в Оренбург. Вы не знаете такого, Ирина? Ну, слава богу. Нет, ну он хороший человек был. Он был один из писателей-оттепелей. Но он был вот, из тех, из старорежимных. Хотя полностью коммунистом, ну, это вот типичная опять история, но это еще одна характеристика. Вообще, это об этой советской жизни надо писать тома, потому что это фантастическое совершенно условия человеческого существования. Вот. И «Люди. Годы жизни». Все зачитывались ими. Вот, почему? Потому что вот это дыхание, значит, это вот мир, а тут русское вот это начало прошлого века, начало 20 века в России было вспышкой тоже и поэзии, и философии, и там религии, обновление какое-то. Вот эта вспышка такой была. И это нас туда посвящали, знакомили. Это тоже все было исключительно философски заряжено. Вот. Это... Ну и так далее. И начали еще публиковать некоторые вещи. Вот, например, Хрущев по личному распоряжению, ну, согласию распоряжению Хрущева был опубликована повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вы это слышали? Вот. Вот. Это тоже, я вам описываю такие взрывные события, вот взрывчики такие. Один день Ивана Денисовича, потом его раскритиковали, там, но это вот, это было, конечно, то есть, оказывается, об этом можно говорить. Оказывается, на эту тему можно говорить. О лагерях. А Шаламова туда не было ничего, ничего не разрешали. А от Солженицына, да, вот Иван Денисович опубликовал, и потом он ушел в подполье и стал писать свой ГУЛАГ, прежде всего. Архипелаг ГУЛАГ. Он сидел, конечно, тоже, но он сидел, это не Колыма, где сидел Шаламов, страшное, смертоубийственное. То, что он написал, он посылал письма там, по друзьям, по коллегам, чтобы ему все присылали свидетельства, а он, дескать, об этом обо всем напишет. То есть вы не будете писать об этом, тяжело, но о своем собственном опыте вы можете написать. Так вот, напишите, пришлите мне. И он из этого сделал книгу, 3 тома, толстую, как бы опыт ГУЛАГа. ГУЛАГ – это государственное управление лагерями, это аббревиатура. Вот, ГУЛАГ. Архипелаг ГУЛАГ назывался его, этот 3-томник. То есть вот тебе некое пространство жизни, особая жизнь, все особое, и вот она ее описывает, как она устроена. Как, во-первых, происходил арест, как происходил допрос, как происходило этапирование, как происходила жизнь в лагере и так далее. Все это он описал, и это, конечно... Но это все подпольное его произведение, нигде ничего не попадало. Вот. И там началась, конечно, вот эта жизнь, которая называется диссидентской жизнью. Она по-разному. Во-первых, люди, вот то, к чему я был более-менее причастен, это издание и распространение разных книг такого гуманитарного плана. Ну, например, это религиозная литература, которая была запрещена ведь. Религиозную литературу. Вот ребята сидели там, печатали на машинке что-то, и мы их распространяли, как, ну, распространяли между собой, потому что кто там, что вот была такая песенка у Александра Галича, вы не знаете, да, Александр Галич? Я слышала. Вот. Есть магнитофон системы Яуза. Нет, не так. Эрика берет 4 копии. Эрика – это пишущая машинка.
маленькая пишущая машинка. Эрика берет 4 копии, вот и все, а этого достаточно. Есть магнитофон системы Яуза, запись песен, он пел, Галич пел, не просто стихи. Есть магнитофон системы Яуза, вот и все, а этого достаточно. Вот это вот действительно показывает такую вещь, что вообще-то это вот у меня лично на квартире Галич вот пел. То есть это частные квартиры. Вот он меня не знал, я его не знал. Но общие какие-то наши друзья искали жителя, который допустит Галича, чтобы концерт устроить. У меня была двухкомнатная квартира, у нашей семьи была двухкомнатная квартира, и папа с мамой жили. Это значит уже где-то к 80-м годам, 70-е годы. Вот. И вот дважды у меня Галич выступал. Вот. Просто буквально у меня дома. Утащил у меня пластинку. Я ему дал, но с условием вернуть. Он не вернул, конечно. Вот. И его песни – это просто песни-стихи. Это не песни и не стихи, это песни-стихи. Это, видите, вот вам стоило бы это послушать, потому что, с одной стороны, такие насмешливые песни о советской действительности, а с другой стороны, трагические совершенно песни о персонах, о Зощенко, о Бахматовой, о Пастернаке и так далее. То есть трагические песни и комические. И комические, конечно, это до сих пор невозможно удержаться от смеха. Короче говоря, эта оттепель оказалась достаточной, чтобы эта жизнь пошла в ход. И потом в брежневское время пришлось снова ее замораживать. То есть она пошла бы дальше. Но это действительно как оттепель, когда вырастает все, что может вырасти. Все. Причем там это далеко не только вот эти хорошие вещи. Там выросли все вещи, которые сейчас пришли к власти. Все вот Дугины там и так далее, это в то же самое время всякие подполья другого, такого мрачного плана. Например, русские националисты, да, националисты в таком фашистском плане. Вот. И общество «Память» там было и так далее. То есть все это тоже пошло в ход. Надо помнить, что тоже все реакционные, как мы говорим, силы пошли тоже в рост. Потому что было зажато все. Там нужно было... Причем как зажато-то? Это же уже при позднем Сталине уже все выдохлось. Никто никаких там коммунизмов, ничего этого не понимали, что все это чепуха. Но все равно держали. И вот эта вот мертвая, глухая плита, которая лежала на всем. Я вот поражаюсь людям, которые испытывают ностальгию. То есть сейчас вот трудные времена, там еле выживаешь, вот война, там. А не трогали бы ничего. Так бы и жили спокойно. Мы жили спокойно, там был кусок хлеба. Все, этого хватит, этого нормально. Люди, они совершенно не чувствуют абсолютно растлевающего человека духа. Этот дух, вот просто воздух существования, это тотальное растление человека. Вот это слово «растление», я не знаю, как по-украински, как вот там растлевают малолетних, есть такое выражение. Вот это вот растление, то есть тлень, все тлеть начинает, то есть гнить, плесневеть. И вот это вот не чувствовать, что там жить было нельзя просто. Вот трудно сказать, трудно определить, а почему, собственно? Ведь ты жил же, вот я сам себе говорю, и ты же жил нормально. Там, конечно, у меня папа был чиновник такого плана, высокого довольно, и поэтому мы не бедствовали. Но то, что называлось, мы не бедствовали, это, когда надо было. Вот мы сейчас там вот эту вот кровать, мы решили поменять диванчик на кровать. Пошли и купили все.
О, чтобы там купить румынскую мебель, надо было идти, записываться и примерно 2 или 3 месяца отмечаться в номера. Вот. И, наконец, ты приезжал, тебе там показывали ту мебель, которую ты мог выбрать, одинаковые совершенно. Хочешь, не хочешь, а покупай. Ну и покупали, конечно, куда же денешься. В общем, это все рассказать это нельзя. Это нужно только это художественная вещь должна быть, чтобы это показать. Разные стороны этого дела. Ну, короче, и там еще пошла в ход, конечно, и вот вся эта философская жизнь. То есть у нас объявились среди работников Института философии, философского факультета те люди, которые, вообще говоря, думают, как бы уничтожить философию, мысль довольно трудная. Ее можно задавить, приближать. И вот этот марксизм, который у нас, ну, в кавычках больших нужно марксизм ставить, потому что Маркс крупный философ. А то, что от него осталось под видом вот этого марксизма, это просто вообще, ну, просто никому не интересно, кроме них. А люди, которые марксисты по-настоящему, они, значит, за Марксом Гегель лежит. Вот они это все и начали, ну, вытаскивать наружу. Вот такие люди, как Мераб Мардашвили, вон мы с ним сидим там, Мераб Мардашвили, и, ну, там много, вот они начали, Пьяма Гайденко, они начали, как-то позволено было какие-то статейки писать и прочее, но они понимали, что надо с молодежью иметь дело. И вот я тогда учился на химфаке, потому что я до тех пор вообще ничего не слышал и пошел на химфак, потому что я любил взрывчики устраивать всякие. Ну, то есть, ну, совершенно. Я не знал, куда я иду и зачем иду. Вот, и учился как бы, ну, более-менее неплохо, только потому, что мама переживала очень. Вот. Но, напротив, это вы знаете, как МГУ устроен. Это вот здание на Ленинских горах, и у него здесь 2 факультета, химический и физический. И вот с химического на физический факультет можно легко было бегать, а меня, разумеется, уже... Если что-то интересовало там из науки, то физика, а не химия. И тогда... Вот. А тут мои друзья некоторые, которые учились на физфаке, они учредили такой философский кружок. И туда приглашали вот всех этих наших, ну, Мардашвили не было, а вот Пьяма Гайденко, там, ну, многие люди, такие живые философы, там туда приходили. Но самое главное, что вот эти ребята там уже на физфаке, они сами уже были где-то в каких-то посвящены в какие-то такие интересные, культурные, околокультурные вообще, ну, то есть в жизни во всем его богатстве и хорошем, и плохом. Вот, они там уже все это обменивались книгами, там обменивались стихами, обменивались все. И я ходил туда, на этот философский факультет, не факультет, а кружок на физфаке. И вот там снова, вот, то есть почти никакого содержания, а только будоражение, вообще воображение, мысли. Открываю, вот там какой-то мой приятель из этого кружка принес стихи какие-то неизвестные мне, такие, что я прочитал и просто обалдел, что вот как можно, вот ведь как можно. И я даже настолько был потрясен, что стал сам что-то такое калякать. Вот, это, ну, вместе с тем, скажем, тоже, с другой стороны, вы не должны думать, что это все только вот такая вот, ну, это свобода, это вся жизнь, понимаете, это свобода – страшная вещь, потому что все, что в человеке есть, в свободном обществе на человека же обрушивается, все, что в человеке есть. На человека и обрушил. Это как бы относится к тебе как к взрослому человеку. Вот вся разница между свободным обществом и тоталитарным обществом состоит в том, что в свободном обществе к тебе относятся как к взрослому человеку, а в тоталитарном – как к ребенку.
тебя всячески опекают, тебе запрещают, это берегут, хороший, чтобы ты был. А пускай даже там, оставим эту партийную, возьмем просто тоталитарное общество, ну, как Платон, да, имел в виду. Что вот что тебе хорошо, а это плохо, поэтому мы тебе отдадим. Это вот там ты, ну, по Платону, чтобы красиво выглядело. А тут, в свободном обществе, на тебя обрушивается все, что в человеке есть. И обнаружилось, что я по природе своей личной, вот Толя Ахутина, человек совершенно гуманитарного плана. То есть в физике, в химии меня интересовала физика, в физике меня интересовала квантовая механика, теория относительности, тут, там меня интересовали философские вот эти проблемы. И дальше философия как уже сама по себе. Ну вот, и то есть я кончил химфак и ну, это уже не важно, детали жизни. Короче говоря, я в аспирантуре уже был, химфак, в аспирантуре. Но это была аспирантура по кафедре истории химии. А в истории химии там можно было заниматься экспериментальным исследованием, ну, такой физической химии, не вот кухня, это реакции и прочее, а это, ну, физическая химия, бог с ним. Вот, и я во время трехлетней аспирантуры я делал свой эксперимент, а параллельно сидел и читал там всю литературу вот нашего Серебряного века, философию, ну, то есть самую такую декадентскую. А эксперимент мой состоял в том, что я должен был, значит, понижать температуру и, соответственно, смотреть, что там изменилось в одном. Ну, то есть вот это типичная экспериментальная работа. Измеряй, потом график построить, смотри, что там у тебя выходит. Вот это вот так вот моя диссертация построена. Вот, а когда я защитил уже, то я поступил в Институт истории науки. История сознания и техники называлась. То есть я начал дрейфовать в сторону от науки. Историю науки, но история сначала химии, потом физики. А историю физики я построил так, что история древней физики. И первая моя книга – это история античности, это от античности до 17 века. Дальше не хожу. Но на науке. Ух ты. Вот. И вторая книжка тоже уже история понятия физики, понятия природа в античности и в новое время. Вот. То есть философия на самом деле. Это такие прикровения для того, чтобы заняться философией. Вот. И там, в этом институте истории сознания и техники, я познакомился с моим учителем Владимиром Соломоновичем Библером, который все образование мое философское, это у него на домашнем кружке, буквально на домашнем кружке. Он великий был совершенно философ, в смысле раскрытия философии, преподавания его не как в институтах преподают, а как передавание, да? Ну, вот передавание буквально. Вот. Его философия – это философия, которая включает в себя потенциально все философии. Поэтому его философия – это вход во все философии. У меня есть небольшая подводка к теме диалога. Я немножко ее проговорю, но это буквально 5 минут. Значит, вчера у нас, вы знаете, наверное, обсуждался проект «Плечі гігантів», 100 выдатных книг. И если по существу говорить, то задача там этого проекта была просто в внимании к делу философии, привлечение внимания к делу философии. Вот. И тут есть вот, ну, много всего говорили. Есть вот одна особенность, которую я хотел бы актуализировать, проговорить. Тут мне кажется просто, что там много всего говорили, в том числе это как про бизнес говорили. Мне кажется, что дело... Это не твое место тут. Да ничего, хорошо. Где уже сидит?
Да. Давай, быстро прыгай. Так вот, мне кажется, что дело философии, оно не работает как бизнес. То есть мы не можем просто посчитать количество символов в определенной книге, назначить там плату в 5 центов за каждый перевод и просто это оставить. Понятно. То есть тут должна быть какая-то эмоция, должна быть захваченность вот этим делом. Если это есть, если есть такая захваченность, тогда и языки будут учиться. Самые фантастические языки даже и без школ будут люди учить и знать. Также и к текстам это относится. То есть вот это отсутствие текста, оно будет чувствоваться как неполнота себя, неполнота своего пространства, недостаточность этого. И к чему я это подвожу? К теме кружков. То есть, вот как вам кажется, вот если говорить про кружок Библера, из чего это вот возникает такая энергия? Какая вот была эмоция, чувство, вот в чем была там филия, какая атмосфера была, когда это все начинало возникать? Ну, во-первых, для этого было условие как бы социальное, а именно невозможность заниматься философией в институтах философии. Точнее, там преподавал философию, но это какие-то странные выжимки из того, что они называли марксизмом. Значит, это вот первое такое, если вы хотите, экзистенциальное захваченность, что мы сейчас вот сидим тут, занимаемся самой философией, как она есть. Второе, разумеется, это учитель. То есть должен быть, как это не смешно, но вот человек, который захвачен, который уже захвачен. И тогда эта своя захваченность, о чем бы речь там ни шла у него в философии, эта захваченность будет заражать участников. У нас был не один кружок тогда, это 70-е, 80-е годы. Был кружок Пятигорского, а был вокруг Пятигорского. Он был вокруг Пятигорского. До сих пор, например, два моих латышских друга, они просто влюблены в Пятигорского, они там фильм про него сделали и так далее. При этом, что касается философии, то они не последователи Пятигорского, они вообще не очень философы. Но вот Пятигорский их захватил. Затем был Щедровицкий. Это был Щедровицкий. Это вокруг него была целая группа. Он умел заражать своим делом просто потрясающе. Так что люди действительно становились, причем его дело – это технология, это значит, что он учил технологии, люди учились технологии и расходились по политтехнологам. И вот я говорю, этот Кириенко, например, нынче вон до кого дорос. А захвачены они были его вот этой персоной. Вот. Наш Библер, он тоже, он был сначала. Сначала он захвачен. Как это происходит, это уже личное дело. Но это был человек, который захвачен. Да, вот еще кружок, правда, такой недомашний. Бибикина. Это кружок, он в Институте философии. Вот первый раз, когда я первый кружок, не кружок, первые лекции его, в которых я участвовал, там было 5 человек. Закончил он уже в 90-е годы, когда вы на философском факультете МГУ утренние занятия в 8 часов утра, а актовый зал, ну, то есть это большущая аудитория, была заполнена вся. Вот тоже, Бибикин, он в особенности вот этом отличался своей захваченностью, стилистика речи, построение фразы. Она сразу показывала, что слушайте, что тут происходит. Не то я говорю, а что происходит, вот это вот захватывающее.
Как сказать о том, как назвать то, чего никогда еще не было, нигде и ни с кем, что предсказано или предвидено быть не могло? Никак, чего никто никогда не видел, не знал, что начинается абсолютно впервые, нигде не расписано. То есть я хочу сказать, что захватывание философией – дело, как и положено во всех личных делах, совершенно случайное. Я, например, был захвачен философией, просто вообще ничего вокруг меня к этому не подвигало, просто вообще ничего, только наоборот, отталкивало. И я ведь не сначала, не в кружке Библера заинтересовался этим, значительно раньше. Откуда, почему, зачем? И у него ничего не было, кроме антидюринга из философской литературы, просто ничего. И я его грыз и читал, хотя было очень скучно и противно, но тем не менее я читал. Вы не можете себе вообразить, например, когда я дошел в своем чтении, это довольно долгое время, пока я встретил Библера, я дошел в своем чтении, до Гегеля, прочитал энциклопедию, не энциклопедию, только первый том. Прочитал, все конспектировал и думал, что я понимаю, то есть эквивалентным пониманием является конспектирование. А потом я, перешел к большой логике, такой толстый том. И вот как я им занимался. Во-первых, это дело происходило летом на отдыхе, когда все можно было, в лесу, там где-то у нас была дачка. Я с утра, вымывшись и так далее, как положено, такое религиозное служение. Я садился, я не позволял себе класть ногу на ногу, потому что это небрежение. И читал, опять конспектировал, опять ничего не понимал, но конспектировал, и весь этот том толстый проштудировал, но это штудирование – это очень условное название, то есть это просто переписывание. У меня было куча тетрадей общих, которые все было переписано. И это было абсолютно, то есть это какой-то след таки все-таки оставило в голове. Научило чему-то, хотя это все было совершенно фантастически понято. То есть не понято, а фантазировано о том, где... Но кое-что, какие-то склонения. А потом, и вот это следующий этап. Без общества философского, хоть какого-то, невозможно это. Это невозможно. То есть нужно общение, философская среда нужна. То есть, да, малые коллективы, группы, там, пускай, но должен быть коллектив, чтобы мы обсуждали, чтобы был другой голос, чтобы повороты темы неожиданные, совершенно не подозревавшиеся тобой, только тебе давались. Это необходимо. Так вот, было время, когда вот эта самая перестройка, когда наши философы, которые что-то соображали, которые, по Мардашвили, например, и так далее, Гайденко тот же, еще до Библера, опять-таки. Я учился на химфаке, и напротив него физфак, МГУ. На физфаке был организован, студенты организовали философский кружок. Студенты, которые все понимали, что где мы живем, и где философия находится, все понимали. И они стали, то есть не они стали, а туда стали, как на свечку мотыльки, слетаться все философы, которые были заинтересованы, и они хотели нас просветить. И там был Юрий Николаевич Давыдов, и Мардашвили там не было. Короче говоря, вот эти вот. И не только вот то, что они говорили, но и атмосфера вот этих окружающих меня друзей, студентов физфака. Во-первых, это физфак, а не химфак. Физфак – это уже теоретическая физика, это уже ой-ой-ой. И там, кроме того, поскольку это люди были такие, которые всячески таскали себе сам издаты, там издаты, какие-то там чудовищные, мне незнакомые, вот это вот
вот эта вот атмосфера не просто философии, а живой культуры, живой жизни культурной. Культура, видите, настолько истасканное слово, что скажешь его и прямо хочется выплюнуть. А это вот оно, что же еще тут скажешь? И поэзия, и живость, там какой-то приезд. Вот. Вот эта атмосфера, она зажигает просто огромное количество. Вообразите, с одной стороны, там тухлый какой-то псевдомарксизм, даже не какой-то марксизм, а с другой стороны, ну, все тут, причем все запретное. Вот, ну, куда дальше? Ну, вот. И я, знал бы, сразу же уже понял, что я никакой химией заниматься в упор никогда не буду. Отдай мне, пожалуйста, философию, и все. И я помню мои бои с родителями, ну, с мамой, папой там все равно был, когда я маме сказал, что я буду заниматься философией, или я вообще ничем заниматься не буду. Ну, это немножко подействовало на нее. Вот. Очень жаль, что не сохранились письма, которые я писал маме из отпуска, уговаривая ее согласиться на то, чтобы я занимался философией. Причем как заниматься философией, непонятно, куда это идти и так далее. Вот. И это все вылилось в то, что меня оставили в аспирантуре на факультете. Но я пошел в аспирантуру в кабинет истории и химии, который меня вывел в историю науки. А история науки – это прямая дорога к философии. И я поступил потом в Институт истории науки, там занимался последовательно. И там я познакомился с Библером. Вот там он был. Это был интересный институт. Вот в него собирали всех, кто вернулся из лагеря, да, вот, философ какой-то. Вот он туда. Кого-то выгнали, кого-то из партии и так далее за подписанство. Они туда приходили. Мамардашвили вот там оказался. Вот. И мы с ним в одном секторе работали. И вот тогда, ну так, мы не очень сильно общались. Он, человек, был чрезвычайно такой светский. Он так, что прямо вот сел и начал разговаривать про философию, у него так не будет. Но все-таки что-то было. Ну и потом я читал его вещи там, и так далее. Вот. И вот все. Потом кружок философский, я уже... Да, теперь еще одна струя. Вот библеровская струя, еще одна струя от Пиама Гайден, который написал книжку Мартин Хайдеггер и «Проблемы культуры», так, кажется, назывался, на которой я законспектировал всю прямо от первой до последней страницы. И это меня вот Хайдеггер меня страшно заинтересовал. Это второе начало библеровское, и Хайдеггер, который до сих пор остается для меня важнейшим философом XX века, а может быть и 21 даже. Несмотря на все его... То есть я прекрасно понимаю, что его вступление в нацизм – это никакой не случай, это прямое следствие его философии. Ну да, конечно, да, это я знаю, философия – вещь опасная. Она туда заведет, куда лучше бы не заходить. Вот. Значит, тут в особенности надо иметь зоркость, чтобы не спутаться с нацистами или коммунистами. Вот. И третье – это знакомство еще с двумя человеками, которые совсем с другого поля. Это вот Сергей Халужий и Володя Бибихин. Это православные люди, но такие умные, мудрые. Сережа Халужий вообще имел свою философию, абсолютно православную, просто насквозь. Но это не богословие, это была философия, но это трудно объяснять, не буду сейчас. И Володя Бибихин, который своей манерой мыслить, не столько тем, что он, я плохо понимал, что он говорит, но манера мыслить сразу захватывала, сразу просто завораживала. Это вот говорили то же самое про Мамардашвили, что его слушаешь, совершенно завораживаешь, потом вышел, спросил, о чем речь шла, никто не мог сказать. Это все ошибка, конечно, можно было сказать, а у Володи Бибихина очень трудно было сказать, но завораживающая совершенно речь.
Вот это, видите, такие составляющие, три источника, три составляющие части этой моей заинтересованности в философии. Да, малые группы, разумеется, никаких институтов. Это институт, то есть, ну, там институт, конечно, это груз, который я тащу на своих плечах, это отсутствие простого классического образования философского, просто простого образования со всей историей философии и так далее. У меня там такие провалы есть, я не знаю таких простых вещей. Например, Лейбниц у меня полностью вывален, я его не изучал. Я знаю его вот эту, как он пришел к монаде, но монадологию я уже не могу, это орешек трудный. Вот. Ну вот и дальше мы занимались уже с Библером. И, ну вот я писал, как это возникает. Я повторяю, что это... Тут я могу процитировать Платона, что в эпиграфе у меня там книжки моей, что только тот человек, который всю жизнь слил с философией, там даже это супружеское, ну, слово, которое означает супружеский брак, ну, брак просто супружеский, вот, слил с философией, всю жизнь, значит, слил с философией. И это он после того, как он пытался учредить свою философию в качестве государства. Вот, получил очень отрицательные результаты. И вот тогда он стал передумывать, что же такое философия. Вот сказал, только тот, кто всю свою жизнь с философией слил, у того бывает случайно вдруг, эксайфнес такое слово, вдруг внезапно, как искра в душе возгорается, а дальше уже сама себя питает. Тут это очень важно. Если уж попала искорка эта, вдруг зажглась как-то, все, больше можешь... Вот у меня мозг весь разрушен, и все, но она таки там теплится, и она позволяет мне понимать то, что никакой мозг уже понять не может. Вот. Так что вот это так с ней обстоят дела. Выходит, что это такой стихийный процесс. Можно сказать, что прямо Дух Божий дышит где хочет. Нет, я же описал условия. Сообщество, обязательно сообщество, но малое сообщество, не институт. А можно все-таки два вопроса? У меня сразу два вопроса родилось, которые как бы все это пытаются перенести в наше сегодняшнее время и в нашу ситуацию, потому что мы перед этим говорили, что будущее очень-очень мутное. А могут сегодня вообще быть учителя? Или все-таки, может быть, сегодня оно как-то... Просто у нас такая ситуация, что есть группа молодых людей на уровне аспирантов. И мы смотрим вокруг нас, и учителя нету. Нету людей, за которым был бы... Ну, значит, самим надо. И это значит, что, может быть, это как бы с самой ситуации сегодня зависит, что будущее настолько смутное, что невозможно идти за кем-то, а нужно самим просто искать по кусочкам что-то. Нет, это само собой. Это никто не гарантирует, что будет вот такой вот учитель. Это у нас в Советской России были единицы, да, вот они и становились учителями. А в Европе-то ничего такого не было, ну, я не знаю. А? Было тоже. Кто, я не знаю. Тот же Гуссерль. За ним шли. Гуссерль, да, конечно, да, конечно. Это вот держалась энергия Гуссерля. Хайдеггер тот же. Хайдеггер ведь что, за ним как-то... Тоже. Шли, потом отошли. Я говорю, шли, потом его этот Карл Левиц спросил: «Херр Хайдеггер, что нам нужно делать? Учить досократиков или вступать в нацистскую партию?» То есть она оттолкнула очень многих от него. А другой вопрос про сегодня, потому что вот мы живем вот в этом контексте, ну, здесь, постсоветском, где как бы в институтах все было подавлено, а живое было вне институтов. То есть, ну, у меня вот то, что я приезжаю из Германии, и весь этот все-таки 20 век, это, ну, не только Хусserl и Хайдеггер, это еще и социальная теория и так далее, и оно все жило в институциях, а еще сильнее пример это Франция, где все еще, можно сказать, все-таки как-то они смогли именно живую мысль
развивать внутри институциях. Это значит, что эти люди еще и могут жить на нормальную зарплату. Иметь Да, лицо да, общества. Франция – это особое дело. Они учредили себе среду такую институтскую, НТР там и так далее. Это Может да, быть, да. это не те примеры, где мы пытаемся как бы из той боли прошлого еще раз сегодня все это вне институциях построить. Ну, да, конечно. Вы правы, я согласен с тем, что во Франции это вполне институциализированное дело. Вот это Дорида есть такая статейка небольшая, как нам не говорить об университете. Ну вот там сказано это, что нет необходимости не критиковать университет, не избегать его, а преобразовывать его. И они это успешно делают. Вот эти лекции Фуко, и который лектор, он не учитель в смысле такого вот семинарского, а с другой стороны, это семинарский, иначе не умеющий Делес, да, который с ними там разговаривал. И понятное дело, что его собственная философия, потому что все тут сбывается здесь и сейчас, а не такое. Вот. Это вот философия нынче действительно очень пестрая. И главное, да, что делать? Это ситуация. Это ситуация нашего времени. А какая ситуация здесь? А какая ситуация здесь? Здесь я плохо знаком с этой ситуацией. Я знаю только вот Паныча, который переводчик в основном, а не философ. Вот Хама, который специалист по Декарту. Он и Паскалю. Он дальше как бы... Больше никто здесь есть, а как здесь может что-то родиться? Ну вот, как вы думаете, как здесь может что-то родиться? Уже просто тоже опять гадание уже. Ну, ладно. как здесь может что-то родиться? Я, как бы это сказать... Есть такое понятие у стоиков логой сперматикой. То есть сперматические логосы. Как бы летают такие сперматозоиды, но логические, словесные. И попадут в голову, авось. Это же ведь метафора этого Сократа. Ну да, он как повитуха говорит, но ведь философы не только... То есть повивальные бабки, они не только помогают родиться, они еще сватают. Они знают, кому кого свести. Так тут вопрос возникает. Если ты помогаешь родиться, то откуда появился ребеночек-то? Концепция как произошла. Как вот этот делезовский концепт, где он происходит, как он происходит. Это все случайность социальная. Нужно только готовить, как это Хайдеггер говорит, vorbereiten, то есть подготавливать условия возможности. Мы ничего другого не можем. Подготавливать условия возможности. Нельзя насильно вырастить философа. Как Мардашвили говорили, нельзя захотеть подумать и подумать. Просто я говорю, вот есть такие антиусловия, то есть против. Это вот историко-философская филология. Она сама по себе нужна, но не надо ее заменять, считать, что это философия. Нет, это... У меня есть один друг, он специалист по античной философии. Он греческий язык знал раньше русского. У него мама гречанка. Он знает всю греческую литературу, и не только философскую, наизусть. То есть, и он вот занимается там Платоном. Вот у него есть курс по теетету. Там что-то 20 лекций. И вот я его послушал. Поскольку я тоже говорю про теетет, я послушал. После этого я хотел бы написать, будь я молодой и было бы у меня время, «Путешествие филологов в страну философии». Вот человек просто все насквозь знает. Он все обстоятельства жизни этого философа, почему и где это было написано и так далее, все насквозь. Но его философское понимание ограничивается Институтом философии Академии наук Советского Союза, где он работал. А где он работал, когда он занимался вот этим делом. Он не занимался там философией марксизма, нет.
Вот он вот эту вот вещь писал. Фрагменты ранних греческих философов. Это была книга, которая превысила Гильца, гильцевский знаменитый форсократик, он заменил, он лучше его. Вот. Но вот его путешествие в страну философии, это конечно, ну, у него есть материализм, идеализм, чего там. Он называет Парменида, который там мышление и бытие одно и то же, поскольку для него это идеализм, он называет это ментализм. То есть он теперь систему придумал все. У него вся история греческой философии, сколько она у него в голове, он придумал там все свои категории и так далее. А отношение это к, собственно, философии очень, очень косвенное. У него философии просто не существует. Он не знает, что такое философствование. Он думает, что это учения, одни учения идеалистические, другие материалистические. Вот в Ионии произошла научная революция, там о философии вообще не говорили, а там была история тестиосикес, то есть история изучения, исследования природы. А там, на Западе, итальянские пифагорейцы, образ жизни, моральность, и там возникла другая совершенно философия. Вот там философия возникла, Пифагор придумал слово, принес из Египта, ну и так далее. И вот они сошлись в Афины, ну да, сошлись. Причем образ вот очень интересный, что он говорит, это как бы сейсмическая революция произошла, как бы сейсмические толчки в двух точках Греции. Это Ионийское побережье, и там вот эта научная революция, никакой философии. И Италийское побережье, это взрыв, вот, связанный с пифагорейцами прежде всего, илиатами. И это вот такая религиозная, пифагорейская образ жизни и так далее. И вот они в Афинах сошлись, и тут Платон. И у Платона гигантомахия, перитосусидос, все правильно. Да, действительно, они там, у него гигантомахия. Но это не материализм, а идеализм. Это совершенно другое. А в этих кружках было философствование вот благодаря, с одной стороны, захваченности, а с другой стороны, благодаря того, что вы сказали перед этим, вот этой живой культуры, что люди чем-то интересовались. Да. Мы обсуждали там какую-то вот статью, которая вышла. Там ведь в советское время попадается какая-нибудь интересная статья, она становится событием. Или какой-то, наоборот, мерзкая статья, которую мы обсуждали с гневом. Ну да, должна быть филия же. Вот заканчивая уже эту тему, которую я начал, еще один немного такой интимный, личный вопрос. Ну, насколько вам как бы не тяжело ответить. Вот что именно, когда вы уже были в кружке Библия, только вот начали вступать в него, какие у вас были мысли, какие были эмоции, ощущения, может быть, надежды? Что вы вот чувствовали? В то время я очень много разного чувствовал. Но в связи с Библером только большой жгучий интерес и большое... Понимаете, вот это вот, я называл его совершенно несправедливо «res cogitans», то есть вещь, которая мыслит, и не может, то есть само существо этой вещи значит мышление. Он, конечно, абсолютно живой человек был, у него масса всяких был чувств, но вот для меня это был человек, который не может не мыслить. А для меня это было страшно трудно. Но это вот связано с темпераментом, с моим... То есть вот это разительное различие именно темпераментов, не просто психологических, а философских, это вот меня мучило ужасно. То есть мне написать какой-то там текст какой-то философский, это мука страшная. Если мне нужно было его, не я там записывал что-то, читая книги. Я вот до сих пор, у меня же вообще очень мало написано. Мне тут очень трудно писать. Единственное, вот это вот философское расположение – это мои лекции
Вот мне было легче читать лекции, чем писать. Но вот студенты записали их, вот как вы записываете, и дали мне расшифровку, и дали на редактирование. Вот я вот тут уже сидел, когда редактировал его, ну, в смысле, переписывал в связанный текст. И вот он, пожалуйста, вышел там, в Москве. А тут его Андрей Мельник издал вообще. И они хотят переводить его на украинский. Для меня это просто событие жизни. Они уже перевели на украинский мой тут интеллект, «Война и интеллект», что для меня очень огромный подарок. Но это, Андрей, это абсолютно безответственная вещь. Я сидел и писал в Фейсбуке. Это тексты из Фейсбука. А это философия, я за нее отвечаю. Это все, то есть вся книжка, это моя философская книжка. Она как бы вот очень интересная, вот тоже по-своему. Этот мой контакт с Сергеем Харузом. У него интересная теория, хотя она абсолютно построена на православной аскетике вообще. Но он берет ее как философскую антропологию. То есть как то, что такой опыт с человеком, который показывает нам возможности человека как такового, возможности. И его основное понятие – синергия, то есть сотрудничество. Ну, у него это с Богом, это самый аскет. Аскет – это плохое слово, аскетика – это просто упражнение с греческого. Значит, это жизнь энергии, синергии, потому что это Бог и человек. Ну, вот он это берет как ключ или оптику для того, чтобы вообще антропологию рассмотреть. И вот это очень интересно. Что касается синергии, то это я полностью с ним согласен, только уже не в смысле там отношения с Богом. Человек насквозь синергийное существо. То есть он как один, это только картезианский субъект. А так он начинает там с дыхания, и вообще он всем телом своим открыт в мире. Есть же страшные эти эксперименты, когда человека анестезировали, да, и он там чуть не умирал. Вот. Это человек синергийное существо всячески, социально синергийное. Вот, пожалуйста, философия – это результат синергии, конечно. И так далее. И это я полностью был согласен и очень много от него почерпнул. Вот. А поскольку у него речь шла о аскетике, такой обожении, то он показывал, что человеку возможно в этой синергии все что угодно. Ничто ему не задано никакой природой. Человека никакой природы нет, а есть энергия. Ну, как служение. То есть и у Бибихина эта тема очень ярко была представлена, именно служение философии. Да. Хотя это вот интересно. У нас был такой кружок, ну не кружок, а вот мы троем дружили. Сережа, Володя и я. И мы все, как я говорил, находились в углах треугольника. Каждая пара была противоположностью. Я и Сережа, он верующий и так далее, я совсем не верующий. Сережа и Бибихин, Харуз и Бибихин, они были догматическими противниками. Ну и мы с Бибихиным тоже были, конечно, против. Сейчас вот я тогда не понимал ничего, а сейчас я понял, я прочитаю, вот есть человек, который держит его сайт. Там его все книги, все тексты. И он сейчас выкладывает в Facebook каждый день какую-то цитату из него. Ну, вот это вот... Потом я почитал его книгу еще тоже. И я теперь понял, мое расхождение с ним радикальнейшее. А он на Хайдегере, он таким образом осмысливает Хайдегера. И тут вот моя-то задача в исследовании Хайдегера – это поймать его за руку, где он сворачивает
в этот свой нацизм. И вот тут вот, тут, вы знаете, феноменология виновата. Ну, в кавычках, конечно, виновата. Гуссерль виноват. И то он увел мысль от рефлексии, от радикальной критической рефлексии. А вот это погружение. Ну и вот тоже это с головой рухнуть в судьбу, которую тебе предоставляют. Вот это вот и есть, пожалуйста, с головой рухнул. Историческое, это понятие Гешихтлика, это самое. Что-то вот. Поскольку нету ничего такого универсального, а есть бытие и время, бытие это всегда во времени развертывается, то это каждый раз бытие определенным образом высвечивается и становится миром. И вот тут ты в этом, или ты этот мир выдерживаешь, или ты выпадаешь из истории, как он пишет. Ну вот он и не выпал из истории, попал в историю.